Доброе утро не из Японии, а с Филиппин, с острова Себу. Совершенно другой пейзаж. Петухи с утра, хотя мы в центре города. Ну что ж, время идти в школу. Мы живем в отеле на 24 этаже, что заставляет нас думать, что мы все-таки не хотели бы жить в апартаментах, хотели бы жить в своем доме на первом этаже. О, сегодня отличная погода. У нашего отеля есть даже бассейн. Правда, мы тут ни разу не купались, но если очень хочется, можно. Сегодня я покажу вам наш день на Филиппинах, в городе Себу, как мы учимся в языковой школе и, в принципе, чем отличается наш день сейчас от нашего дня в Японии. Конечно же, совершенно не как в Японии, особенно мотоциклисты. Количество у нас не так их много. Мотоциклист – это, конечно, культурный шок, и здесь даже можно садиться сзади мотоциклиста, чтобы он вас отвез до вашего места назначения, как Uber, только мотоцикл. Вот так вот девушка садится. Культурный шок номер 2. Здесь нет светофоров. По крайней мере, в месте, где мы сейчас живем, нет светофоров. Поэтому приходится вот так вот переходить дорогу. Мы уже привыкли. Но для Японии это тоже, конечно, шок. Переходить дорогу без светофора. По сравнению с Японией, конечно, намного больше мотоциклистов и машин, в принципе, на дороге довольно много. Но здесь также очень много зелени, что, опять же, отлично от Токио, Фукуоки. Мы уже почти пришли к нашей английской школе QQ English, и недалеко находится вот такой вот шоппинг-центр. Аяла Моллс называется, и здесь очень прикольно, здесь много разных ресторанчиков, кафешек, магазины с одеждой, даже Юникло японский есть, и кинотеатр, поэтому можно на выходных развлечься. А вот и наша школа английского языка QQ English, вот это вот здание. Без вот такой вот карточки внутрь не зайти, потому что это офисное здание. И на входе также проверяют ваш рюкзак. Good morning. Мы пришли раньше, чем начинаются наши занятия. Занятия начинаются в 9 утра, но мы пришли позавтракать вначале. Можно с 7 утра уже приходить на завтрак. 3 раза в день рис можно есть. Мы, японцы, к этому привыкшие, поэтому очень даже не против риса на завтрак. На завтрак побольше. Реально чувствую себя школьником. Такой завтрак в столовой. Hey, thank you. У нас есть еще немного времени до начала первого занятия, поэтому посидим в лаунже, попьем кофе. Кофе очень вкусное. Если есть кофе, то я могу жить и учиться целыми днями, и работать. Меня спрашивали, какие именно у меня сейчас занятия в английской школе и как мы совмещаем учебу с работой. Поскольку я уже говорю на английском языке, но не идеально, конечно же, я выбрала для себя Kalan. Также New Topic Conversation я сейчас прохожу. Это просто разговор на разные темы. Допустим, мы разговаривали на тему любви, на тему красоты и так далее. И также Business English. И дальше можно менять, кстати, здесь же, если, допустим, я захотела не Kalan, а Basic English, я поменяла вот сегодня. И также можно здесь оставлять
реквесты говорить медленнее, teach me strictly, teach me strictly, да, have a free conversation и так далее. То есть можно написать ваши предпочтения, как бы вы хотели, чтобы вас учили. Между уроками перерыв всего лишь 10 минут, почти как настоящая школа. И у меня всего лишь 3 класса в день, с 9 до 12, но у многих здесь по 6 или даже 8 классов в день. Я не представляю, как это можно так учиться интенсивно. Но если бы была возможность, я бы, наверное, взяла больше классов. Hey, nice to see you again. Уже 12 дня, и вот и закончились мои занятия на сегодня. И время обедать. Обед у нас тоже включен в наши занятия в нашей школе. У Изами много работы, поэтому он побежал домой, будет сегодня без обеда. Но я проголодалась, поэтому давайте посмотрим, что сегодня есть на обед. Эх, конечно, одно обедать грустно, но это реальность. Итадакимас, приятного аппетита! Кроме занятий, также в QQ English регулярно проходят разные школьные мероприятия. Например, сегодня в школьной столовой профессиональный суши-повар готовит сашими из целого тунца. Это просто невероятно, как будто мы в Японии на рыбном рынке. Голова тунца прямо так стоит. В общем, вот такое удовольствие можно даже на Филиппинах в школе QQ English застать иногда. Вы такое часто делаете? Нет? Первый раз. Но надеемся, что не последний. Да, поэтому мне обязательно в Японию ездить. Мне кажется, японцы все просто в шоке. Они вот говорят, нам нужен рис, соевый соус. Срочно, не, ну как без риса, без соевого соуса? Один кусочек. Попробуем. Как нужно больше. Хочешь вместе со мной видео смеяться? Иди сюда, бери палочку, иди ко мне. Да я что, буду одна пробовать, что ли? Давай. Вкусно. Я бы даже сказала, что мы в Японии. Он более толстый. Его повар очень так смачно, толсто нарезал. Но очень вкусно, да. Солнечно, великолепная погода. Я слышала, что сентябрь, кстати, на Филиппинах это влажный сезон, когда начинаются дожди. И многие советуют ехать на Филиппины в период где-то с февраль, апрель, май считается самое такое хорошее время для путешествия сюда. Но не знаю, мне кажется, что сентябрь нам, может быть, повезло, но не так уж и много дождей. По крайней мере, иногда только дожди, вечером или ночью. Но, как видите, погода очень хорошая сейчас, солнечно и не слишком жарко. Влажность как будто меньше, чем в Японии, что очень сильно влияет, да, на температуру, потому что в Японии может быть такая же температура, но влажность намного выше ощущается. Поэтому, не знаю, мне на Филиппинах вообще комфортно сейчас, в сентябре. На обратном пути домой зайду в шоппинг-центр. Это самый крупный в районе, где мы живем. Везде есть вот такое вот security, когда заходите, нужно показывать ваши рюкзаки. Но, честно скажу, если бы я не знала, что это не Япония, я бы никогда не догадалась, что мы находимся на Филиппинах, потому что шоппинг-центры очень красивые, чистые, очень много, кстати, японских брендов здесь. Тот же Uniqlo и, в принципе, много чего такого. И давайте также зайдем в супермаркет, покажу вам, что можно купить в филиппинском супермаркете, потому что те же фрукты, допустим, и овощи здесь довольно отличаются от привычного мне. Магазин огромнейший и очень такой, мне кажется, стильный. Лимоны,
мандарины. Непонятно, что это. А, это гуава. Яблоки все из Новой Зеландии, потому что здесь слишком жарко, конечно, для того, чтобы их растить на Филиппинах. 82 песо за 4 штучки. Посмотрите на эти манго. Манго, конечно, на Филиппинах просто шикарнейшие. Нужно взять парочку, потому что они невероятно вкусные. У нас в Японии такие вкусные и так дешево не продаются. Бананы, конечно же, еще зеленые даже. Вот это я не знаю, что это. Похоже на смесь винограда и картошки. 87 песо. Непонятно, что это вообще, что это. Из того, что я знаю, здесь есть драгонфрут, папайя. И, конечно же, дуриан. Не знаю, если кто-то из моих зрителей, кто пробовал дуриан. Я пробовала один раз, и мне лично понравилось. Похоже на сладкий крем с запахом чеснока. Но я люблю чеснок, поэтому... Интересно, что вот это написано маранг. Чем-то похоже на дуриан, но более пушистое. Вот так продаются уже почищенные, порезанные фрукты. Можно даже купить дуриан, кстати, на пробу. Кусочек, потому что целый мы точно не сидим. Также очень интересно, что здесь вот так вот насыпаны порезанные овощи и салат, и лапша даже, который ты сам себе насыпаешь в кулек и взвешиваешь. С овощами, мне кажется, здесь не очень густо. Изами выдал теорию, что поскольку здесь очень сильный ультрафиолет, овощи здесь плохо растут. Не знаю, насколько это правда, расскажите мне в комментариях. Но мне кажется, здесь меньше овощей, чем у нас в Японии, допустим, продается. Маленькие недопомидорчики. Кстати, очень вкусно у нас в школе готовят окра. Это бамия называется, если не ошибаюсь. Но мы называем окра на японском, и вот на английском тоже окра. Очень вкусная вещь. Готовится, кстати, просто можно ее варить или тушить соевым соусом. Такого у нас в Японии точно нет. Свиные уши, свиные ноги. На Филиппинах очень много едят свинины. Почти все блюда, которые мне советовали пробовать, филиппинские блюда, были сделаны из свинины. Много разных приправ, не именно филиппинской кухни, а китайская, японская приправа. В принципе, много всего, что есть здесь. Соевый соус тут тоже очень много используют, но мне кажется, он немножко другой по вкусу. Не как в Японии. Вот, допустим, вот это точно не японский бренд. Silver Swan. Не знаю, иероглифы, может, китайский. Написано, что продукт филиппинский. Вот. Так что филиппинский соевый соус можно как подарок омияги купить японцам. На вкус отличается реально. Очень много видов разных кап-рамен, лапши быстрое приготовление. Причем даже японские бренды. Вот кап нудл японский. И, кстати, хочу купить в подарок, а также себе филиппинский кетчуп, потому что он отличается от многим привычного того же Хайнс томатного кетчупа. На Филиппинах кетчуп делают не из томатов, а из банана. Прикиньте, банановый кетчуп. Раньше здесь был недостаток томатов, и, судя по овощам в магазине до сих пор, поэтому делали кетчуп не из томатов, а из бананов. Поэтому он вкус более сладкий, но чем-то реально похож на обычный кетчуп. Возьму вот такой Del Monte Made with Fresh Locally Grown Bananas. 35 песо. Терияки соус в таких размерах у нас такое не продается. И, конечно же, засушенная манго. Просто огромное количество, очень много разных брендов засушенного манго. Потому что Филиппины, здесь реально очень много вкусных манго продается. С собой, к сожалению, свежее привезти я не смогу, но для друзей хочу купить засушенное манго. Здесь оно стоит дешевле, чем в Японии продается. Вот, допустим, такой бренд. Также, кстати, банановые чипсы, тоже хороший вариант подарка. Banana chips. Oh, that's okay, thank you. Which one is best? This one? Yeah. Very famous banana chips. Right. Yeah. Oh, thank you. Yellow banana chips. Oh, thank you. Yellow banana chips. This one is green. Okay. Banana. Oh, it's good.
Ну что ж, думаю, я набрала кучу разных сувениров, а также нам на пробу фрукты, поэтому идемте на кассу. Филиппины и особенно остров Себу – это одно из очень популярных мест для японцев, чтобы отдыхать, ездить на курорты, путешествовать и также учить английский. И многие спрашивали меня, почему именно Филиппины, почему именно на Филиппинах учить английский язык, разве там говорят на английском языке? Филиппины – это, оказывается, бывшая американская колония. И в школах, начиная с младшей школы, начинают учить английский язык не только как отдельный предмет английского языка, как, допустим, у меня было в школе, но и все остальные предметы тоже на английском языке, что, конечно же, влияет на то, как ты учишь английский язык, и он становится тебе как твой первый язык, да, native language. Поэтому здесь очень многие говорят на довольно хорошем, на очень высоком уровне английского языка, я бы сказала. И плюс все наши преподаватели заканчивали специальные курсы, обучение, как преподавать английский язык, у них есть квалификация. Так что, да, и местные говорят на очень хорошем английском языке, и преподаватели – это, конечно же, совершенно тоже отдельная профессия. Они учатся, чтобы быть преподавателями английского языка. На Филиппинах говорят на английском языке, потому что этот язык учат в школе, и это основной их язык для обучения в школах. И национальный язык Филиппин – это филиппинский язык, тагалог. Но кроме этого, на каждом острове есть свой отдельный язык, почти на каждом острове, то есть 170 разных языков, это невероятно. Ну что ж, давайте попробуем фрукты, что я купила. Начнем с этого непонятного картошкообразного винограда. 皮むいて食べると思う。これすごいね。やや硬いぐらいだね。すごい硬いブドウみたい。硬いね。皮硬いね、これ。ナッツみたい。ブドウじゃないな。なんかライチみたいな。ボンタンだ。ボンタン？ブドウじゃなくて？ブドウじゃない。Реально похоже на смесь винограда и грейпфрута. Но грейпфрут, в основном грейпфрут. もう臭い。臭い。あ、でもなんか近づくと逆にいい匂いだ。味噌汁だ。何これ？一口ね、一口だけ。臭いかい。苦手。Один раз в жизни попробовать. 臭い。ごめんなさい、どうか。ちょっと待って、最後なんかパイナップルみたいなやつ。Не, сайгуа. Вечером атмосфера совершенно другая, все светится, много разных ресторанчиков и кафешек. И также со среды по воскресенье здесь устраивают ночной маркет с разной локальной едой, меркадо. Но сегодня у нас настроение пойти в Якски, это барбекю-ресторан. Вот такое вот место, довольно смотрится очень локально, скажем так, и здесь реально очень мало туристов. Но здесь довольно вкусно. Вот так вот жарят. Ой, вау! 美味しそう。骨なところだね。ね。内装はシンプルだけど、なんか美味しそうだなと思ってて。すごい、もう焼き鳥じゃないよね、このサイズが。思ったよりボリュームすごいな。ね、結構いいですね。これとビール2つでだいたい1000円ぐらいかな、1500円ぐらい。すごい安いわけじゃないけど、まあお得って感じだね。チキン2つとなんかポークベリーっていう、まあ、ベーコンみたいなやつ頼みました。いきます。うわー、いいよ。美味しい。いいね。Спасибо за еду, было вкусно.
И теперь будем идти домой, отдыхать, потому что завтра нас снова ждет учебный день, учебный рабочий день. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!